Ароматные пирожки с капустой на кефире очень вкусные в горячем и холодном виде. Тесто на кефире готовится гораздо проще, быстрее дрожжевого, но тоже получается пышным и мягким. Начинка у меня сегодня простая и легкая, так же, как и тесто, из капусты. У меня молодая капуста среднего размера, режу ее тонко соломкой. Лук репчатый режу тоже небольшими кусочками. А морковь натираю на терке на самом крупном отверстии. Нагреваю растительное масло и обжариваю вначале лук до легкой корочки. Затем кладу морковь и тоже слегка обжариваю. Яркая морковь придает начинке красивый цвет, ну и вкус тоже. Выкладываю нашинкованную капусту сверху и, не мешая, прямо закрываю крышкой. Огонь уменьшаю до самого маленького и тушу 25-30 минут. Готовлю быстренько тесто. Муку кладу, соль, сахар, пищевую соду. Перемешиваю сухие ингредиенты. Делаю углубление небольшое и выливаю туда кефир комнатной температуры. Также кладу пару ложек растительного масла. Кефир у меня не жирный, 2%. И еще разбавляю его с водой, тоже теплой. Можно делать тесто просто на одном кефире, не добавляя воды. Замешиваю тесто, оно не должно получиться слишком тугим или жидким. Накрываю тесто пленкой и оставляю на 30-40 минут, пусть отдыхает, хотя лучше бы мне отдохнуть, как моему коту. Капуста уже усела достаточно и смягчилась. Немножко ее перемешиваю и заправляю ее просто. Кладу чеснок для аромата, черный перец и молотый кориандр. Солю по вкусу. Начинка должна быть сочной, но без лишней жидкости. Упариваю жидкость полностью. Теперь готовую ароматную начинку кладу на тарелку и остужаю слегка. Тесто постояло и готово. Оно не дрожжевое и не увеличилось в объеме, но стало очень эластичным. Делю его на две половинки и скребком режу на небольшие кусочки. Если тесто липнет к рукам или столу, то смазывайте руки маслом растительным. Но у меня все в порядке, тесто совершенно не липнет к рукам, хотя очень мягкое. Скатала тесто в шар, накрываю пленкой, чтобы не обсыхали, и раскатываю тонко в лепешку. Кладу достаточно много начинки. Нравится мне, когда много начинки и тесто тонкое. Защипываю сначала посередине крепко и залепляю, как обычно лепят пирожки в форме лодочки. Приплющиваю пирожки слегка. Вот так быстро налепила все пирожки. Нагреваю растительное масло. Масла лью достаточно много, чтобы оно наполовину хотя бы покрыло пирожки. Жарю я на среднем огне, переворачиваю и жарю с другой стороны. Крышкой накрывать не стоит. Пирожки получаются очень пышными и пузырчатыми. Подрумяниваю их обязательно. Вот до такого красивого и аппетитного цвета. Такие пирожки подают еще горячими, прямо с пылу, жару. Со сметаной очень вкусно. Они такие мягкие и ароматные, не хуже, чем пирожки с мясом или картошкой. Попробуйте непременно, как это вкусно. Ставьте лайки, если это видео было полезным для вас. Всем удачного дня и хорошего настроения. С вами была Наталья. Пока-пока.